Benim adım Miran Karabey. Ben hamileyim. İstediklerini getirdim. Ama kıskanırım ha. Babacığım. Hepsi bitti. Geride kaldı o günler. Artık mutluluğumuzu yaşıyoruz çok şükür. Evet. Ama hala bir düşmanımız var. Tekrardan hoş geldiniz. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Какую жизнь планируют Берон и Дилан со своими сыновьями? Будет ли Миран продолжать называть Тарика отцом? Что сделает Тарик, когда узнает, что Миран назвал Барана отцом? Джейда действительно беременна. Как Тарик отреагирует на новость о беременности Джейды? Что будет делать Миран, когда Берон завидует Мирану и Дилану, которые все время обнимают друг друга? Смогут ли они наверстать упущенное время? Какой эффект окажут на Дилана слова Берона о том, что он по-прежнему наш враг? Расскажет ли Миран о пытках Хаджер Ханем и Джейды? Кто гость, пришедший в особняк? Почему Берона будет беспокоить заботливое обращение Дилана с гостем? Что произойдет после того, как Джейда навредит Берфину? Позаботятся ли Баран и Кудрет-бей о Берфине и Акифе? Удастся ли людям Тарика убить Нумана Агуза? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите предотвратить дальнейший вред Барану Агузу, получить от него ответы, которые он хочет узнать, что он живет в одном особняке со своим врагом, и увести от них Мирана и Дилана, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь. Миран теперь примет и свою мать, и отца, и начнет проживать свое детство так, как и должно быть, с их заботой и любовью. Дилан и Берон будут бережно относиться к нему, считать, что он всегда заслуживает самого лучшего, и захотят сделать в его жизни что-то хорошее. Прежде всего, они посоветуют ему быть порядочным и чистосердечным человеком по характеру, посоветуют ему быть хорошим человеком и постараются добиться от него такого поведения. Миран – очень наивный ребенок, который уже унаследовал свои хорошие привычки и от Барана, и от Дилана. Что бы она ни сделала, это заставит Барана и Дилана влюбиться друг в друга снова, и связь между ними будет становиться все сильнее и сильнее день ото дня. Миран с его прекрасным сердцем поговорит с стариком, чтобы не расстраивать его, и скажет ему, что теперь он будет называть своего настоящего отца отцом, поэтому он перестанет называть его отцом. Также она скажет ему, что очень любит Тарика и хочет, чтобы он всегда был рядом с ней, и постарается не обижаться. Когда Тарик видит ее такой счастливой, он говорит ей, что он не обижен и всегда будет любить Мирана, и обнимает ее, думая, что, конечно, так и должно быть. Даже несмотря на то, что ей не нравится Баран, она будет вести себя так, как будто она отстранилась, потому что понимает, что больше не может стоять у него на пути. Джейда внезапно встанет перед Тариком и скажет ему, что беременна. Эта новость может быть правдой. Ведь мы знаем, что Бог может убить тех, кого нет, если он пожелает, но каждое слово такого злобного человека, как Джейда, кажется ложью. Так что за этим может скрываться игра. Возможно, он составил такой план, чтобы Тарик не захотел возвращаться в Мардин. Но как только Тарик услышит это от него, он будет очень взволнован и счастлив. Потому что когда она ушла от Мирана, ей было очень грустно, потому что она знала, что ребенка у нее больше не будет. Когда вы спросите, почему у меня не может быть ребенка, он ответит, что случилось Джейда. Когда Берон видит обнимающихся Дилана и Мирана, он притворяется, что ревнует, и заставляет Мирана тоже обнять его. Так как Миран очень чувствительный ребенок, он сразу же обнимет его ножки, назовет папой, чтобы не расстраивать его. Поскольку Баран горит мечтами об этих мгновениях, все, что он сейчас переживает, покажется прекрасным сном. Благодаря этому мы впервые за долгое время увидим Дилана и Берана такими счастливыми и радостными. И отныне, что бы ни случилось, они будут стараться жить настоящим моментом и хорошо проводить время со своими сыновьями, забыть все плохое из прошлого и постараться наверстать упущенное. Со временем Миран может начать рассказывать о том, как к нему относятся Джейда и Хаджер Ханем.
потому что то, что с ним тогда сделали, стало травмой для ребенка. Когда Бэрон сообщает Дилану, что у нас все еще есть враг и мы не смогли его найти, Дилан будет беспокоиться о своем сыне, но также легко отнесется к этому инциденту и будет радоваться воссоединению с ним. Хотя она пытается защитить своего сына, постоянно находясь с ним, Баран не позволяет ей никуда идти без Барана. Но когда Миран начнет рассказывать, как его мучили Хаджер Ханем и Джейда, Баран и Дилан станут относиться к ним с подозрением и обязательно будут держать этих двух женщин, которыми они недовольны, подальше от Мирана. Пока Бэрон выясняет, кто его враг, кто-то посетит особняк. Этот человек не является знакомым человеком, но Дилан проявит интерес и из вежливости поприветствует вас. Искреннее поведение Дилана обеспокоит Бэрона, потому что после предупреждения его о том, что у нас есть враг, о котором мы не знаем, его бездумный подход обеспокоит Бэрона. С другой стороны, настал момент, которого ждала Джейда, и она реализовала свой тщательно спланированный план, чтобы поставить Берфина в затруднительное положение. Берфин окажется в очень сложной ситуации, рассказывая об этом происшествии и пытаясь получить согласие матери и брата. Берфин в слезах расскажет о своих отношениях с Акифом и скажет, что очень его любит. Конечно, госпожа Хаджер и Тарик могут рассердиться по этому поводу и сказать, что это невозможно. Тарик, возможно, более умеренный, чем госпожа Хаджер. Он может сказать, что это первый раз, когда у Берфина такие отношения, и что его брат очень ценен для него тем, что он рядом с ним. Я думаю, что Джейде придется нелегко стариком по этому вопросу. Когда Берфин поделится ситуацией с Акифом, Акиф может попросить помощи у господина Барана и Кудрета для поддержки. Когда господин Баран и Кудрет узнают, что произошло, они захотят поддержать Берфина, поговорить с Гэжой Хаджер и Тариком и убедить их. Возможно, он не сможет противостоять Хаджер Ханем, Тараку Барану и Кудрет Бею. Когда ему не удастся убить Тарика Агуза, он прикажет Нуману прикончить его в реанимации. Прежде чем он сможет выполнить это указание, Баран возьмет на себя управление и предотвратит, чтобы что-нибудь случилось с Агузом. А после того, как Агуз выздоровеет, он узнает от него всю правду, пусть даже и за деньги. Как вы думаете, Миран расскажет, что сделали Хаджер Ханем и Джейда? Реально ли заявление Джейды о беременности? Расстанутся ли Берфин и Акиф? Расскажет ли Берфин Дилану о ее отношениях с Акифом? Узнает ли Баран правду от Агуза? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.